Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И в этом видео я буду делать сумочку вот по такому набору с AliExpress. Такой наборчик пришел ко мне недавно. Давайте его распакуем. Здесь пластиковая канва. Уже идет с боковушками, но я так предполагаю, что боковушки надо будет вот здесь отрезать, потому что явно они не отсюда. Довольно крупные ячейки, примерно, наверное, 5 миллиметров одна ячейка. По пластиковой канве у меня уже есть два вышитых клатча, как всегда, ссылка внизу, либо по подсказке. И там была мелкая канва. Там я вышивала в одном случае плюшевой пряжей, в другом случае пушистой, а вот здесь такие крупные ячейки. Вот даже для сравнения моя пластиковая иголка, смотрите, как она смотрится на фоне этих ячеек. Я думаю, она туда хорошо пройдет. Да, это довольно толстая пластиковая иголка. Здесь 4 моточка ленты. Вышивать я в этот раз буду вот этой лентой. Это органза, по-моему. Да, это прозрачная лента, голубая и розовая. На самом деле в описании было сказано, что это серо-розовый. Именно поэтому я влепила тройку китайцу за то, что он прислал голубую и розовую, но пускай делает корректное описание. Вот этого я не люблю, когда пишут одно, а присылают другое, потому что, это, конечно, может быть для меня не особо принципиальный вопрос, но для кого-то, возможно, это будет принципиально. И розовые моточки точно такие же. В пакетике у меня фурнитура. Так, смотрите, что здесь. Здесь еще одна пластиковая иголочка. Примерно как моя, только поменьше чуть-чуть. Видимо, ей я и буду вышивать. 2 полукольца. Фурнитура в цвете золота. Магнитная кнопочка. Причем кнопочка, посмотрите, не пришивная, а с усиками. Даже 2 магнитных кнопки. Но я поставлю только одну. Нет, это слишком много для меня. Так, вот она, магнитная кнопка. Раз, два. Никакой инструкции, как вы видите, поэтому будем импровизировать. Ручка, цепь и еще вот такой замочек. То есть я устанавливаю магнитную кнопку и, видимо, чтобы замаскировать вот эти усики с лица, устанавливаю на него вот эту декоративную заглушку, вот этот замочек. Ладно, посмотрим, как это все будет в жизни. Пока фурнитура нам не нужна, у меня еще не вышита моя основа. Цепь здесь тоненькая, такая простенькая, получше, чем была в наборе из Фикс-прайса, но тоже ничего особенного. Этот набор мне обошелся в 7,5, по-моему, долларов, и вот что было внутри. Я просто вставляю в иголку сразу 2 нитки, розовую и голубую, и перехожу к вышивке. Пересчитала я вот эти вот дырочки, здесь оказывается 31. То есть, соответственно, вышивать квадратами я могу 6 на 6, 5 на 6, 3 на 3, 10 на 10. Я выбираю 6 на 6, и, по-моему, у китайцев картинки точно так же. Здесь квадратов вот так 7, клеточек точнее. А вот так 18, то есть опять квадраты 6 на 6 мне подойдут. Вставляю иголку в первую точку и отсчитываю вверх 6 крестиков от этой точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вставляю туда иголку. Вытаскиваю стежок, оставляю хвостик так, чтобы его можно было прижать изнаночными петлями. Затем опять в нижний ряд, опять наверх. В нижний ряд, наверх. Если считать от края, это точка 1, а это точка 7. В нижний ряд и опять наверх. Я сделала 6 стежков, еще нужно сделать 7 стежок. 7 стежок у всех квадратиков будет общим. Точнее, вот этот ряд будет общий, что для моего вот этого квадрата, что для моего следующего квадрата. Смотрите. Так, дальше снова вставляю иголку в первый ряд и уже отсчитываю от этой точки 6 клеточек, но не вверх, а влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда. Вот так. Теперь мне нужно опять в этот же ряд вставить иголку и уже делать горизонтальные стежки.
Да, нитка моя очень быстро закончилась, можно было отрезать побольше, не жалеть ее. На последний стежок этого ряда мне не хватает нити. Вот так он должен проходить, и вот сюда должна эта нитка уйти. И, в общем, делаю такие квадраты. Мне еще нужно сделать сюда 3 квадрата, а сюда сколько получится. Хвостики прячу на изнанке, как в обычной вышивке, крестиком. Не делаю никаких узлов, просто вставляю иголку под большое скопление ниток. Вот так. И вытаскиваю нить. Потом все это аккуратно подрежу. Начинаю новую нить. На этот раз я ее отрезала побольше. Опять-таки закрепляю хвостик. Доделываю тот стежок, который у меня не доделался. И перехожу к вязанию, к вышиванию третьего квадрата. Третий квадрат будет вертикальным опять, то есть возвращаюсь в первый ряд, в те же самые точки, откуда у меня выходят стежки второго квадрата. Здесь не нужно оставлять пластиковую дорожку, не нужно пропускать стежки. То есть как бы у наших квадратов одна стеночка всегда общая у соседних квадратов. Так, дальше в верхнюю точку. Так, первый стежок готов. Второй. Последний стежок, он 7-й. И перехожу к вышивке следующего квадрата, который будет горизонтальный. Опять возвращаюсь в первый ряд. Отсчитываю от этой точки 6 клеточек. Вот. Теперь снова делаю горизонтальные стежки. С правого края я вкалываю в тот ряд, который у меня прикрыт вертикальными стежками моего предыдущего квадрата. Вот так. Последний квадрат в этом ряду, он снова будет у меня вертикальный. Возвращаю иголку в первый ряд. И дошиваю все остальные отверстия. Первый ряд у меня готов. Посмотрите, какая нежнятина получается просто. Второй ряд квадрата будут точно такими же, только они будут в шахматном порядке. То есть над вертикальным квадратом идет горизонтальный, над горизонтальным идет вертикальный. Снова отсчитываю, точнее, что я отсчитываю, я иголку ввожу вправо, в тот же ряд, где смыкаются квадраты на предыдущем ряду. Эту линию я соблюдаю и возвращаю вот в эту колонку. Стежков я делаю 7 в каждом квадрате, но так как одна стеночка у них общая, у меня получаются квадраты фактически 6 на 6. Так. Теперь прохожусь вверх. 2, считаю просто 7 стежков. 3. Следующий квадрат вертикальный. Вставляю вот сюда иголку и возвращаю ее вот в эту точку. И снова считаю 7 стежков. 1, а
вводить буду вот в этот ряд под вот эти свои петли, вот сюда. Ну и прохожусь так по всей своей пластиковой канве, заполняю вот эти пустые ячейки вышитыми стежками. Перехожу я к последнему ряду квадратов. Смотрите, здесь все сходится идеально. У меня как раз остается 6 совершенно свободных ячеек и 7-я ячейка, которая будет у квадратов общая. Единственное, но эта лента, оказывается, она протирает эти ячейки. Смотрите, если кромка ленты попадает в уголочек, то образуются вот такие протертости. И если лента очень длинная, то она может протереть ячейку насквозь. Я уже получила пару таких сквозных ячеек, пока не поняла, в чем дело. Я думала, это какая-то канва бракованная. Ну, наверное, она и бракованная, но изначально-то она была целая, абсолютно канва. А вот уже, когда я стала ее вышивать, вот смотрите, еще один уголочек, немножко я протерла сейчас. Продолжаю вышивать точно так же, такими же квадратами последний ряд. И дальше уже вышью боковушки. Все, канву я довышивала, основную часть. Смотрите, какая красота получилась у меня. Дальше просто прячу хвостик на последнем своем квадрате. И дальше я буду вышивать боковушку. Беру всю ту же нить, делаю узелок, потому что полукольца все-таки я не решаюсь так вот свободно пришить со свободными хвостиками. Это все-таки элемент, который несет нагрузку. Выбираю место, куда я их буду пришивать. Ну, где-то вот так. И я буду пришивать их, наверное, в третье звено. То есть совмещаю третий ряд дырочек и полукольцо. Вставляю иголку опять-таки во второй ряд и в третью колонку. И делаю несколько вертикальных стежков. Тут я, наверное, еще сделаю закрепку. Просто вставлю иголку вниз, так как нить у меня двойная, такая закрепка у меня получится. И тем самым будет довольно-таки прочно. Так, ну и прохожусь еще вертикальными стежками вдоль своего полукольца. Ну вот, полукольцо я пришила, и дальше вышиваю точно такими же квадратами. Смотрите, вот эти хвостики, это у меня остатки еще от крепления боковушек к самой канве. Я их, пожалуй, постригу поаккуратнее. Снова вышиваю квадратами 6 на 6, но я помню, что сами квадраты занимают 7 клеточек. Вставляю всю ту же нить, я ее не стала обрезать, и первый квадрат у меня будет, соответственно, вертикальный. Я продублирую эти вертикальные стежки еще раз, но уже на этот раз квадрат будет мой 6 на 6, а не такой маленький. Так, вставляю в самую первую точку, вытаскиваю нитку. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вставляю вот сюда.
Со второй боковушкой поступаю точно так же, только нить я здесь не обрезаю, ее я прокладываю по изнаночной стороне. Так. И вывожу в левый верхний угол. И этой же ниткой я буду сшивать боковушку и основную деталь сумки. Совмещаю боковушку и основную деталь так, чтобы у меня была шахматка в моих квадратах. Потому что, смотрите, если я вот сюда присоединю, у меня будет одинаковые квадраты, а мне так не нравится. И пришивать я буду просто через край этой же самой ниткой с самыми простыми стежками. Дырочку каждого уголочка я прошиваю 2 раза, для того, чтобы как раз сделать поворот. Раз. И второй раз ту же самую дырочку. А на основной части уже следующую. Продолжаю так сшивать, пока у меня не соединится боковушка, основная деталь. Со вторым уголком поступаю точно так же. Последний стежок, и сама сумка почти готова. Остается лишь пройтись по краю этой сумки и скрыть вот эту пластиковую решетку вот по этому краю. Поэтому я еще обшиваю всю сумочку точно такими же стежками, но уже просто по краю. Сумка у меня готова. Давайте установим еще фурнитуру. Так, сначала магнитная кнопка. Здесь 2 магнитных кнопки, они на усиках, но я буду ставить только одну. Думаю, вторая дана просто про запас. Итак, просто намечаю, как я предполагаю, просто место, куда я вставлю эти усики. Не думаю, что проще было бы сначала установить фурнитуру, потом прошить, потому что все-таки нужно еще видеть, куда ты пришиваешь. И усики я загибаю. Да почти руками они хорошо гнутся. Даже моими женскими руками эти усики можно согнуть. И с лицевой стороны здесь предполагается вот такая красивая деталь для того, чтобы замаскировать. Так, и теперь вторая деталь от кнопки. Магниты тут слабые, и в итоге мне пришлось вот эти усики от вот этой заглушки просто спрятать под магнит, иначе он не магнитил вот к этой части. Они слабоваты. Обычно у китайцев такие магниты, что их очень сложно даже открывать. Ну, в общем, вот какая сумочка получилась у меня, смотрите. Ей не хватает еще ручки цепи. Она тут длинная. Смотрите, сейчас мы измерим этот клатч. У него еще немножко торчит клапан, но это потому, что пластиковая канва, знаете, пластик, он долго принимает нужную форму. Ему нужно отлежаться немножко. Так, приблизительно 13 сантиметров высота, 18-19 сантиметров. И глубина, да, 4,5-5 сантиметров. Внутри я старалась внутри тоже вышивать длинными стежками, чтобы внутренние стежки тоже закрыли вот эту пластиковую канву, но не везде это получилось. Вот смотрите, какая она получилась внутри. Здесь вот, кстати. Внешне, в принципе, она достаточно миленькая и симпатичная. От набора у меня осталось практически по целому мотку голубой и розовой ленты. Наверное, я всего 2 метра использовала от вторых моточков. Там было
по 2 моточка каждого цвета, то есть достаточно материала для того, чтобы сделать эту сумку. Я не думаю, что предполагалось сделать в 4 нити, потому что 2 нити протирали дырки в моей канве. Вот, просто, наверное, китайцы положили про запас. У меня осталась еще одна магнитная кнопка, но, видимо, для тех, кто одну потеряет. Само качество канвы, конечно, отвратительное. Она протиралась. Она у меня треснула где-то вот здесь вот по периметру, в 2 местах. И мне кажется, это больше такая игрушечная детская сумочка, наверное, на какой-то утренник в детском саду. Для чего еще не знаю. Я так думаю, если бы канва была получше, то можно было бы, ну, как-то, я не знаю, и взрослому человеку эту сумку носить, но нет. Вот такая канва, она просто одноразовая, наверное. Посмотрю, что ну, как будет сумочка в эксплуатации. Ну, очень боюсь, что весь мой труд просто из-за качества канвы пойдет на смарку. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Спасибо за внимание. Пока-пока.